Написал Алексей, у него есть 3 идеи для озвучивания в артефактах от подписчиков. Вот первое. 14 марта на волнах Вести ФМ в программе у Сатановского был нормальный ученый, Сывороткин. Тема была «Лесные пожары». Программа называется «От 2 до 5. Почему и как горят леса». Разговор свелся к тому, а кто же все-таки поджигает эти леса, откуда столько много пожаров. Общий вывод таков: природные пожары никакого отношения к деятельности человека практически не имеют, это феномен природы, и связан он с выделениями водорода и метана, а это горючие газы. Есть веками горящие источники водорода в Омане, в Турции, в Туркмении. Это все к тому же вопросу, что водород постоянно материализуется в недрах Земли, и этот процесс никогда не прекратится. Его можно собирать и полностью перевести всю земную промышленность на этот водород. Второе. Случилось это более чем случайно. Дочь смотрела мультик «Астрономия для самых маленьких». Мозг зацепился за фразу. Считалось, что красный цвет – это цвет крови, и назвали эту планету в честь древнеримского бога войны Марса. Далее идет информация о Меркурии, бог торговли, Сатурн – желтый цвет, цвет посевов пшеницы. И тут я невольно подумал, какой крови, каких посевов? 5 лет назад я имел счастье посмотреть в хороший телескоп, сделанный народным профессионалом-любителем. Рефлектор, зеркало около 300 мм. Телескоп для нашей компании настроили на Юпитер. Коснувшись окуляра и увидев настоящий Юпитер с 3 его спутниками, я оторвался от наблюдения, посмотрел на нашего экскурсовода в мир астрономии и с языка слетело. А почему черно-белое-то? Видишь ли, света, собираемого зеркалом, недостаточно, чтобы возбудить колбочки в твоем глазу. А вот тут-то я и вспомнил биологию школьной программы и припал снова к окуляру. Зрелище красивое, бесподобное, все детали просматриваются, пылевой вихрь, казалось, даже как будто бы перемещается, хотя заметить это было бы невозможно. И с тех пор до самого этого мультика меня не интересовал этот вопрос, пылился на одной из полок. Надо отметить, что ранее на этих полках знаний не было информации, что планеты были названы по их цветам. Как их можно было бы назвать по цветам, если я в 21 веке смотрю не в самый плохой телескоп и не вижу этого цвета? Надо сказать, что сфотографировать можно было и в цвете, выставив большую выдержку, но ведь в 17 веке не было фотографии. Вопрос: кто и когда назвал планеты такими цветами? Нашел иллюстрацию геоцентрической модели мира, сделанную в Бартоломео-Вильё в 1568 году. Ну и самое раннее, дошедшее до нас геоцентрическое изображение, датируется 9 веком. Есть, конечно, и упоминание Аристотелем, а это уже 4 век до нашей эры. Не срастуха. И третье. Вот версия, что если не все воронки на Земле, не следы ядерных взрывов. Вот представьте, моющий пылесос научить летать и выбрасывать то, что насосал. Вспомните Обливион. Там какие-то пирамиды сосали воду из океана. Далее эта пирамида летит и заливает те места, где есть пехота, свидетели и иные. Заливают с головой и намывают холмы. Отсюда неравномерность глиняного слоя. Круглые и не очень озера. Подразумевается, что места этих озер – это места забора глины и грунта, а странно намытые овраги и возвышенности этой теорией легко объясняются. Павел прислал 2 новости. Первая – переписка с Дмитрием. «Привет. Прочитал интересный комментарий про Вторую мировую. С немецкими ядерными секретами доходит до смешного. С 1943 года все немецкие танки на Восточном фронте покрывались циммеритом. Это такая паста. Как бы от знаменитых советских противотанковых магнитных мин. Но вот что интересно, во-первых, от этих легендарных магнитных мин не пострадал ни один танк. Во-вторых, при создании магнитных мин не пострадал ни один магнит, потому что, собственно, никаких мин не было. А еще есть в-третьих, танки с циммеритом стоят в музеях, и магнитики к ним вполне себе магнитятся. В-четвертых, Гудериан, который был в 1943 году генерал-инспектором бронетанковых войск и издавший подробнейший дневник про циммерит, молчит наглухо, как партизан. Просто тупо открываем статью. Циммерит. Видим его состав. Сульфат бария и сульфат цинка. Ну и наполнители. Идем сюда. Сульфат бария. Примечание. А это, ха-ха, протектор для рентгеновского излучения. Бариевая штукатурка рентгеновских кабинетов. Идем дальше. Открываем Википедию. Сульфид цинка. Это люминофор для кинескопов, рентгеновских же трубок и так далее.
Ни о каких чудесных антимагнитных свойствах в этих описаниях не упоминается. Еще раз, ясно написано, что это защита от излучения и люминофор, который может светиться от излучения. Вывод. Это все можно использовать как удобный полевой дозиметр. Есть и фото солдат с циммеритовыми касками, что повергает историков в полное смятение. Это от каких таких магнитных мин такие каски? А если для действий в условиях радиоактивного заражения, вполне логично. Хотя бы не для защиты, а видеть, у кого каска засветилась. Народ подозревает, что Германия почти до конца войны пользовалась ядерными электрическими установками. Павел. А если представить, что часть управленческого аппарата старой метрополии уцелела, не имея собственных подконтрольных людских ресурсов и земель, они пытались договориться с одной из своих дочек, колоний, которые возродят старую культуру и принудят всех вернуться к их старому устройству мира. Эти, назову их атланты, откроют для своего детища часть зданий и дадут возможность возвыситься над другими государствами. Дмитрий. Хорошая мысль, тогда начинают сходиться непонятности, высылка Эйнштейна и запрет теории относительности. Массовый технологический прорыв, идея возрождения белой расы, организация Аненербы со множеством направлений расследований. Был у меня знакомый по работе, постарше меня, служил в Кенигсберге в 70-е годы. Его часть располагалась в старых полузатопленных строениях, заводах, замках. Так вот, когда у них были проблемы с инструментом и расходкой, они снаряжали водолазов, и те, погружаясь в затопленные цеха, доставали им все необходимое. Так вот, сверла, поднятые из воды, были не ржавые. Вторая история от Павла. Один парень из Красноярска приехал из Индии и жил там в храме. Рассказывал, что в индийских ведах, каких не помню, рассказывается про строение Вселенной, мол, она имеет форму яйца и у нее есть границы. Но я о другом. Он говорил, что там еще описано про жителей, что мы живем практически в центре Вселенной. Поэтому и название Мидгард, а в нижних частях живут как раз рептилии с некоторыми фонариками на головах. И у них там есть огромная нефизическая луна, но на физическом уровне там кромешная темнота, что у них там супертехнологии круче всех во Вселенной, и они атеисты, в смысле отрицают Создателя. Мол, на верхних уровнях не нужны технологии, ибо там уже все на ситхах. Как те же самые вайтманы и вайтмары, что они управлялись не рычагами, педалями и прочей электронной технологией, а подключением к самому кораблю. Типа как в фильме «Аватар». Помнишь, он косу вставлял в косу дракона, и они синхронизировались? Когда он об этом рассказывал, я тоже вспомнил лекцию Алексея Васильевича. Он рассказывал о том, как выращивали лен и говорили ему на протяжении роста, что он будет одеждой, и потом делали одежду из этого льна. На простом уровне может и правда кофта, а на тонком может и не просто. Во время войны во Вьетнаме сотрудники американских специальных сил из числа военных расчесывали вместе с учеными американские и индейские резервации. Они искали талантливых разведчиков, крепких молодых мужчин, которые умеют двигаться украдкой по пересеченной местности. Особенный акцент делался на мужчин, которые считались в племени обладателями сверхъестественных способностей разведчика. Шел тщательный отбор, документы всех будущих солдат переписывали и сохраняли. Эксперты выбирали самых лучших. Всем брили головы, а дальше случалось нечто по-настоящему удивительное. Каковы ни были таланты и навыки индейцев в прошлом, все это исчезало, когда они попадали на фронт. Они не оправдали ожиданий. Правительство решило, что нужно найти причину, и потратило на соответствующие исследования десятки миллионов долларов. В результате данные последовательно доказали, что причина в военной стрижке. Индейцы теряли свои суперталанты вместе с волосами. Все они оправдывались, что потеряли доступ к своему шестому чувству и что их интуиции больше нет. Ученые пришли к выводу, что именно волосы хранят эти тонкие ощущения и дают доступ к экстрасенсорной информации. Секретный исследовательский центр при Пентагоне стал находить других индейских проводников и испытывать их по полной программе. Все сдавали набор специальных тестов, а потом всем делали стрижку, все короче и короче, поэтапно. Оказалось, что вместе с волосами индейцы теряют свою особую связь с миром. Те, кто на отлично сдавал тесты со всеми своими волосами, не могли получить даже удовлетворительно после того, как им брили голову. Потом свою гипотезу исследователи стали проверять на обычных американцах, потомках европейцев. Вот пример такого текста. Новобранец спит в лесу, вооруженный враг приближается к нему, сможет ли он вовремя проснуться? В результате тестов показали, что волосатые люди пробуждаются быстро и уже с сильным чувством опасности внутри.
Они знают, что враг близко задолго до того, как могли бы его увидеть или услышать. У обладателей коротких военных стрижек такой способности нет. Они легко дают себя убить. Более того, если тому, кто справился с тестом на чуткость сна, сбрить волосы, тот превращается в обычного беспечного солдата. По результатам своей экспертизы ученые посоветовали военным освободить солдат-индейцев от необходимости военной стрижки. Те совету последовали, но предпочли, чтобы общественность об этих экспериментах ничего не знала. Тело млекопитающих эволюционировало миллионы лет, навыки выживания, которыми обладают люди, иногда кажутся сверхъестественными. Наука постоянно находит все новые и новые подтверждения удивительных способностей человека и животных в том, что касается выживания. В работе по сканированию окружающего пространства на предмет потенциальных угроз участвуют едва ли не все клетки тела. Как оказалось, волосы – это продолжение общей нервной системы. Андрей Медведев. У берегов Японии нашли квазибесконечное месторождение редкоземельных металлов. Если точнее, на площади в 2500 квадратных километрах содержится, согласно предварительным расчетам, более 16 миллионов тонн оксидов редкоземельных металлов. Для понимания, это эквивалентно 780 годам выработки итрия, 620 годам выработки европия, 420 годам добычи тербия и 730 годам добычи диспрозия. Правда, это, видимо, при сохранении нынешних темпов добычи. Как бы там ни было, запасы огромны. На картинке показывается, где от Японии находятся эти запасы. И кратер такой здесь нормальный в этом месте. Разработка данного месторождения позволит серьезно снизить стоимость редкоземельных металлов, что скажется на огромном количестве продуктов. Однако до нее еще нужно добраться. Источники говорят, что только на технико-экономическое обоснование уйдет около 5 лет. Вот тут интересно, какие претензии на это месторождение может иметь Япония, хотя это находится в международных водах. Алексей Кунгуров показывал и объяснял на картах, как цивилизация 1500-летней давности складировала полезные ископаемые для удобства использования. Что мы называем горами, зачастую это не природное образование, а хозяйская деятельность предыдущей цивилизации на Земле. Поэтому неудивительно, что складировать могли и очищенные материалы. И не факт, что это сделала цивилизация 1500-летней давности, возможно, еще более древняя. Сколько терраформирований после этого произошло, неизвестно. Андрей Медведев, приславший ссылку, считает, что это остатки от упавшей Луны, а Луна, как утверждается, это искусственное образование. Если она упала здесь или часть ее, то это ее оболочка. Тогда там много чего интересного нарыть можно будет, и время ее падения может перенестись не тысячи лет назад, а может быть на 15-18 века. Александр Рыкунов. Думаю, что акведуки служили для снятия атмосферного заряда потоком воды и при помощи ее испарения. Их создателям было важно, чтобы поток воды был поднят над поверхностью Земли. Акведуки как водопровод – это ложь, чтобы скрыть их реальное назначение. В 19 веке им специально достраивали колеса водные. И разглядывая эти колеса, можно установить, что они сделаны не так давно, потому что в своем большинстве в очень хорошем состоянии. Возможно, акведук может работать и сейчас, скажем, такие условия могут быть перед дождем. Это несмотря на то, что состояние атмосферы изменилось после потопа 19 века. Где-то мне попадалось описание атмосферной электростанции, где роль ионизатора для обмена зарядами с атмосферой играла поднятая вверх высоковольтная искрящаяся катушка. Что-то, видимо, вроде катушки Теслы, чтобы ввести в резонанс какое-то поле и впоследствии снять с него потенциал. Игорь Вензель. Вы посмотрите, что в Шатуре делается, а вы в США полезли. Координаты даю. Под носом город больше Москвы. Ну, давайте посмотрим, что мы тут имеем. Это на границе Московской области и Владимирской области. Наезжаем. Получаем кучу всяких разлинованных участков размеченных. Здесь идут разметки иначе. Видимо, тут на север смотрят, а тут куда-то на старый Северный полюс, что ли. Почему-то они затоплены, эти участки, сильно. Насколько большое вот это вот, я не знаю. Давайте посмотрим. Протяженность где-то около 13 километров. Он померил где-то длина участка 130 на 50 метров.
То есть 65 соток. Неплохой участок. Я как раз думал, надо где-то 45 соток примерно, чтобы участок был. Я не знаю, где у нас нарезают по 65 соток. Вот древняя дорога идет прямоезжая, что вполне может. И она идет вдоль этих участков. То есть тут можно покопаться и подумать. Был все-таки, это был древний какой-то город, который был уничтожен прошлой цивилизацией. Скорее всего, вот эти смежные, это уже новые наделки. Хотя, может быть, тоже отношение к ним имеет, кто знает. Да, тут можно поискать, померить в аршинах. Может быть, в самом деле есть, где собака порылась. Давайте посмотрим фотки. Болото. Вот так оно заросло. Ага, понятно почему. Затоплено все, но показывает, что не затоплено вот это вот, то, что отросло здесь. Вот эти линии — растительность над водой. А вот на остальной площади растительность не выросла. Как интересно. Почему-то межевание проросло, а там, где были нарезаны участки, ничего не выросло. Вот надо все думать и разбираться. Делать выводы. Давайте посмотрим еще, какие есть фотки. Похоже, этим всем лет 100, наверное. Если здесь и была какая-то цивилизация, то она была затоплена. Кто-то здесь еще живет? Или это осталось еще? 100 лет уже стоит. Местные, видимо, все-таки здесь ездят, что-то тут делают. А можно ли из этого всего сделать какое-нибудь рыбоводство, например? Может быть, рыбу здесь выращивают. Вот такими участками все разделено. Если кто знает, пишите. Фотографий здесь мало. Ага. А здесь вот рядом то же самое продолжение. И здесь нет цивилизации. Либо здесь выращивают рыбу. Это уже настроено, когда... Может быть, это при советской власти было сделано. Либо это затопленная прошлая цивилизация. Да.